свечи. Их собирает абсолютно каждый, и их никогда не бывает слишком много. Самый доступный и в то же время самый затратный ресурс на просторах этой игры. Но игроки приспособились. Несмотря на то, что большая часть из них все так же фармит каждый день все карты, они стараются любыми способами скрасить этот процесс. Самый простой и доступный способ — это просто собирать группу. Вся работа достается ведущему. Но у него есть один большой минус. Он крайне затратный по времени. Несмотря на это, его продолжает использовать большая часть живых игроков. Но что, если мое время ограничено? Если я не готов тратить по 2-3 часа в день? Знаете, почему соло-фарм эффективнее, чем фарм в группе? Потому что у него есть одна маленькая особенность. Карты просто-напросто сгорают сами. Сервера Sky слишком лояльны к одиноким игрокам. И по своему устройству просто-напросто перебрасывают их на сервера, где все карты уже сожжены. Такой игрок оказывается в ситуации, в которой ему не нужно зажигать. Остается только собрать. Вообще, чем больше летаешь, тем больше замечаешь. Время уходит не столько на сбор свеч, сколько на перелет между ними. Согласитесь, полет от начала острова до алтаря длиной почти в 2 минуты, приносящий 0,2 свечей, трудно назвать рациональным. А что если просто избавиться от этих перелетов?
Когда я загорелся этой идеей, в моей голове была одна мысль. В том, что во всем Sky таких мест огромное количество. Это не только остров, это не только хранилище знаний, это отдельные части локации. Я просто начал одно за другим исключать такие места из ежедневного фарма. Вы должны быть абсолютно готовы к тому, что вас не поймут. Люди, тратящие по 2-3 часа в день, будут уверять вас, что вы теряете свечи. И что более важно, вы теряете много свеч. Но большинство из них не будут учитывать тот факт, что они теряют куда более важный ресурс – время.